В этом мире есть древний робот по имени Рыцарь Дракона, на котором люди ездят воевать. В ходе государственного переворота Черный Рыцарь-Дракон победил большое количество рыцарей-драконов. В конечном итоге это привело к свержению Старой Империи и успешному созданию Новой Империи. Никто не знает, кто управлял рыцарем Черного Дракона, и позже он был известен как Черный Герой. Теперь мы знакомимся с нашим главным героем Люксом. Люкс гонится за котенком, который держит во рту бумажник на крыше, но случайно ломает крышу и падает прямо в женскую баню и на принцессу Новой Империи Лизу. Он считается извращенцем и попадает в тюрьму. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Однако на следующий день Люкс выходит из нее в свет. Оказывается, Люкс, принц Старой Империи и глава Королевской Академии Новой Империи, знает, что Люкс хороший человек, поэтому она освобождает его. В течение войны большинство молодых студентов мужского пола были убиты, и в Королевской Академии остаются только студентки. Поэтому директриса хочет, чтобы Люкс поступил в Академию как единственный студент мужского пола. Но Лиза по-прежнему считает Люкса извращенцем и категорически не согласна с его зачислением. Лиза говорит, что если Люкс хочет поступить в Академию, он должен сначала победить ее на дуэли. Директриса сообщает Лизе, что Люкс ни разу не проиграл на дуэли, но в то же время он никогда не выигрывал. То есть каждая его дуэль заканчивалась в ничью. Как результат, Люкс известен как самый слабый и непобедимый рыцарь-дракон. Но Лиза считает, что она точно сможет победить его. Не имея другого выбора, Люкс может только согласиться на эту дуэль. Перед этим Люкс встретил свою младшую сестру по имени Ария. Оказывается, они названы преступниками, потому что они являются бывшей императорской семьей Аркадии. В качестве прощения на них был возложен огромный долг, и Люкс упорно трудился, чтобы выплатить долг самому без участия его младшей сестры. Начинается битва. Люкс призывает обычного рыцаря-дракона, а Лиза особенного и могущественного рыцаря-дракона и намного превосходит Люкса. Но Лиза все еще не может победить его. Оказывается, Люкс может постоянно уклоняться и блокировать атаки противника благодаря своим превосходным навыкам вождения, и именно поэтому каждая его дуэль заканчивается в ничью, что делает его самым слабым непобедимым рыцарем-драконом. В середине дуэли монстр внезапно атакует место дуэли. Монстр, как страж древних руин, не должен был здесь появляться. Не реагируя вовремя, Лиза чуть не убита монстром. К счастью, Люкс спасает ее. Затем он привлекает внимание монстра, в то время как Лиза атакует его. Их совместными силами монстр наконец повержен. После битвы Люкс теряет сознание от травм. Лиза знает, что Люкс получил травму, спасая ее, поэтому она больше не называет его извращенцем, но вместо этого чувствует себя виноватой. После этой битвы Лиза также признает силу Люкса и дает согласие позволить ему поступить в Королевскую Академию. Как единственный студент мужского пола в Академии, Люкс привлекает всеобщее внимание. Парень живет мечтой многих из нас. Его подруга детства Филуффи также в Академии. Ночью Люкс заселяется в общежитие. На следующий день, когда Люкс просыпается в своей комнате в общежитии, он обнаружил Филуффи на своей кровати. Оказывается, в Академии нет мужского общежития, поэтому директриса устроила Люкса в комнате Филуффи. Но она забыла сказать об этом, поэтому он спал в постели Филуффи. Зная это, Лиза ревнует. Она понимает, что влюбилась в Люкса. Вскоре после возле Академии появляется еще много монстров. Студенты Академии в качестве водителей рыцарей-драконов участвуют в битве. Однако, когда рыцари-драконы прибудут на поле битвы, они обнаруживают, что эти монстры были вызваны другой группой рыцарей-драконов, принадлежащих Старой Империи, которые теперь считаются повстанцами. В битве Лиза вскоре терпит от них поражение. Когда мятежный генерал собирается казнить Лизу, Люкс приходит вовремя и останавливает его. Генерал-повстанец узнает Люкса как принца Старой Империи, и особенно он зол на то, что Люкс предал Старую Империю. Но он также считает, что в одиночку Люкс не сможет переломить ход битвы. Именно тогда Люкс вызывает другого своего рыцаря-дракона. Все узнают в нем легендарного черного героя. Затем Люкс побеждает всех повстанцев, и наступает мир в Академии. Когда Люкс возвращается в Академию, он стал кумиром всех школьниц, и они вообще хотят с ним встречаться. Как ни странно, директриса затем шутит над Люксом, и она достает письмо согласия и объявляет, что тот, кто его получит, сможет сделать Люкса любовником на неделю. Парня продали в рабство. Но зато какое, когда она дает согласие Люксу, все девчонки сходят с ума и начинают гоняться за ним. Столкнувшись с этими девушками, Люкс бежит так быстро, как только может, потому что он вспомнил, что он гачи-мен и его ждут в качалке. Сначала он прячется в мастерской, но его обнаруживает Лиза, и когда он бежит в лес, Филуффи ловит его. Когда она пытается заключить соглашение, Люкс находит возможность и сбегает.
Однако затем его преследует группа девушек. В панике он прячется в комнате, которая оказывается женской раздевалкой. Не имея другого выбора, Люксу приходится прятаться там, чтобы его не поймали. Именно тогда Крульцифер, старшая студентка, замечает Люкса во время переодевания. Но она молчит об этом, и после того, как остальные уйдут, она хватает соглашение и приказывает Люксу быть ее любовником на неделю. Оказывается, семья Крульцифер вынуждает ее выйти замуж за дворянина, который ей не интересен. Поэтому она хочет отказаться от брака под предлогом того, что уже влюблена. Жених Крульцифери, Крейцер, очень подлый и высокомерный человек. Когда он узнал об этом, он предлагает дуэль непосредственно Люксу, в то время как Крульцифер прямо предлагает дуэль 2 на 2, в которой она и Люкс сразятся с Крейцером и его приспешником. Дата дуэли назначена на несколько дней позже. Перед дуэлью рыцарям Новой Империи предстоит выполнить еще одну миссию. В близлежащих древних руинах появился могущественный монстр, и они должны победить его. Рыцари Академии вместе с Крейцер и Люксом участвуют в бою. На этот раз Люкс вводит обычного рыцаря, чтобы скрыть свою личность, и не показывает свою истинную силу. В этот момент Крейцер провоцирует Люкса, утверждая, что будет соревноваться с ним, чтобы увидеть, кто первым победит монстра. Игнорируя безопасность других, Крейцер внезапно использует свою самую мощную атаку, чтобы убить монстра, который, как и другие монстры, взрывается, когда умирает. Многие рыцари не успевают эвакуироваться в безопасную зону и получают ранения от взрыва. Люкс и Крульцифера ближе всех к монстру, и они сдуваются ветром и падают в древние руины. У руин Люкс с удивлением обнаруживает, что Крульцифера может активировать систему управления. Затем она рассказывает Люксу, что она необычная студентка, но потомок основателя руин. Нынешний отец Крульцифера не является ее биологическим отцом. Он только обнаружил спящую Крульцифер, исследуя древние руины, и усыновил ее с намерением узнать больше о руинах. Поэтому семья Крульциферы ее не любит и даже ненавидит. Люкс может понять чувства Крульциферы, как принц Старой Империи его ненавидят многие люди. Но даже так он не разочарован и по-прежнему любит жизнь. Крульцифера тронута его словами. Затем Лиза и другие входят в руины, чтобы спасти Люкса и Крульциферу. Несколько дней спустя Крульцифера решает выйти одна на дуэль с Крейцером. Рыцарь Крульциферы обладает способностью предсказывать будущее, в то время как рыцарь Крейцера может поглощать энергию других. Он поглощает энергию многих рыцарей, прежде чем выйти на дуэль. Так что даже если Крульцифера сможет предвидеть будущее, она не способна победить Крейцера. После поражения Крульциферы Крейцер насмехается над ней и оскорбляет ее. Именно тогда Люкс везет сюда Бахамута. Он останавливает подлое поведение Крейцера и предлагает сразиться с ним. Он знает, что рыцарь Крейцера способен черпать энергию у других рыцарей, поэтому он запасал энергию заранее. Когда рыцарь Крейцера теряет бдительность после того, как впитает энергию Бахамута, Люкс пользуется возможностью победить Крейцера одним ударом с помощью его накопленной энергии. Этот инцидент трогает Крульциферу. Вскоре недельное соглашение подходит к концу, и Люкс больше не обязан быть в отношениях с Крульциферой, которая уже в него влюбилась. Она целует Люкса, говоря, что они могут продолжать быть любовниками в любое время, если Люкс захочет. Следовательно, в гареме Люкса еще одна девушка. Когда Люкс возвращается в школу, учитель просит его об одолжении. Недавно в академии появился странный человек, который специально нападает на девочек, и учитель надеется, что Люкс сможет замаскироваться под девушку, чтобы заставить его появиться. В ту ночь Люкс одет как девушка и патрулирует кампус. Тогда он впервые встречает красивую старшую Селистию, и странный человек следует за ним, пытаясь атаковать Люкса. Селисия помогает Люксу избавиться от него и перевязать ему рану, понятия не имея, что Люкс мужчина. Кажется, Селистия не любит мальчиков, потому что на следующий день Люкс снова встречает ее, но она ведет себя с ним холодно. В любом случае, Люкса теперь больше волнует супермонстр, который скоро появится, и Селистия намеренно победит его сама. Если Люкс хочет присоединиться к битве, Селистия предлагает ему сначала победить ее на дуэли. Несколько дней спустя некоторых студентов Академии отправляют на специальную подготовку на острове. Во время процесса Люкс снова маскируется под девушку, чтобы познакомиться с Селистией, поскольку он не хочет, чтобы она его ненавидела. Скоро Люкс узнает, что Селистия не ненавидит мальчиков. Она просто не умеет ладить с мальчиками, поэтому она намеренно ведет себя безразлично. Вскоре наступает день их дуэли, который определит, сможет ли Люкс сразиться с супермонстром. Тем временем Лиза и ее одноклассники ловят странного человека, который оказывается студенткой Академии, а на самом деле она шпионка вражеского королевства.
Шпион и загадочная девушка Хейс расставили ловушки, готовые уничтожить студентов. Хейс вызывает на остров супермонстра, пока Селестия и Люкс сражаются на дуэли. Столкнувшись с этим, Селестия и Люкс, сильнейшие из Академии, прекращают дуэль, чтобы вместе сразиться с монстром только для того, чтобы потерпеть поражение. Поскольку ситуация довольно опасна, Люкс наконец-то меняет свой транспорт с обычного рыцаря на Бахамута, чтобы одержать верх. Увидев настоящую силу Люкса, Селестия воодушевлена и возвращается в бой. Люксу удается победить монстра изо всех сил, но шпион и Хейс подготовились к такому исходу, и они сразу убегают. После этой битвы Селестия наконец осознает силу Люкса и соглашается позволить ему сражаться с ней. Более того, Селестия, кажется, влюбляется в сильного Люкса. В ту ночь большой кит летит в небе. На самом деле это не настоящий кит, но древние руины. Директриса будет Люкса и остальных, говоря им, что настоящая цель этой специальной подготовки – исследовать эти руины. На рассвете Люкс и его одноклассники загоняют рыцарей в древние руины, где не находят монстров, но находят странную девушку. Когда девочка просыпается, она раскрывает всем, что является системой искусственного интеллекта этих древних руин. Именно тогда у Филуффи начинает болеть голова, и когда Люкс предлагает позаботиться о ней, монстр внезапно нападает на него. Оказывается, в этих древних руинах и родилось чудовище. Чтобы уничтожить монстра, Филуффи терпит головную боль и участвует в битве. В процессе Люкс внезапно вспоминает прошлое этого острова, где он и Филуффи останавливались, когда были детьми. На самом деле это была лаборатория Старой Империи, и Филуффи был одним из их тестовых предметов. Вот почему у нее болит голова, когда она вернулась сюда. Именно тогда сознание Филуффи находится под контролем, и она внезапно душит Люкса. К счастью, любовь Филуффи к Люксу на время возвращает ее в чувство, и она освобождает Люкса. Вот тогда Хейс, та, которая контролирует Филуффи, появляется. Оказывается, когда Филуффи модифицирована, ей имплантировали гены монстра, в то время как у Хейса есть флейта, которая может управлять монстрами. Чтобы спасти Филуффи, Люкс должен победить короля монстров и уничтожить флейту. Следовательно, следует решающая битва между Хейсом и командой Люкса. Хейс контролирует Филуффи, а также и девушка, управляющая беспилотными рыцарями. Но даже в этом случае Хейс терпит неудачу. Филуффи вырывается из-под контроля благодаря сильной воле, перебивая флейту. Поскольку Хейс больше не может играть на флейте, она уничтожает его и вызывает короля монстров. Король монстров обладает очень мощной способностью к регенерации, и какой бы урон он ни получил, он быстро восстанавливается. Чтобы победить короля и спасти Филуффи, Люкс активирует силу за пределами Бахамута, успешно убивая короля монстров. Видя ситуацию, Хейс остается только выбраться из руин. Тем временем Люкс серьезно ранен из-за чрезмерного использования энергии, и Бахамут тоже поврежден. Но Люкс считает, что пока он спасет Филуффи, какую бы цену он ни заплатил, оно того стоит. Спустя некоторое время Люкс выздоравливает и возвращается в академию, для чего студенты устраивают грандиозный банкет, где директриса предлагает Люксу пойти на свидание с 3 самыми успешными девушками. Она думает, что это заставит девочек учиться лучше. А еще приближается крупный фестиваль – Национальный день Новой Империи. В этот день правительство проведет турнир, чтобы выбрать сильнейшего рыцаря. Кроме того, Лиза произнесет речь как принцесса Новой Империи. До этого Люкс должен пойти на свидание с 3 лучшими девушками. Первая девушка, Селестия, кого Люкс сопровождает в торговый центр и таверну. Поскольку она скоро напивается, свидание должно быть остановлено. Затем Люкс продолжает встречаться с другой девушкой, Крульцифер. Она благородная девушка, поэтому она берет Люкса на благородный банкет. После банкета она целует его. А может и не только. Третья девушка, Филуффи, которая проявляет симпатию к Люксу, который пережил 2 непрерывных свидания, и она уложила его спать к себе на колени. Когда свидания закончились, наступила ночь. Зная о 3 свиданиях, Лиза очень ревнует. Поэтому она обращается с просьбой к Люксу и просит его присутствовать на речи в Национальный день, где он будет ее рыцарем. Но Люкс отвергает ее, что огорчает Лизу. Фактически Люкс не против стать рыцарем Лизы, но как принц Старой Империи он беспокоится, что это может плохо отразиться на репутации Лизы, если он пойдет с ней. После этого появилась новая красивая девушка. Ее зовут Ярука, и когда-то она была сильнейшим пилотом рыцарей Старой Империи. Только что сбежавшая из тюрьмы, она пришла к Люксу, принцу Старой Империи, которого она признает своим хозяином. Ярука готова на все ради Люкса. Даже когда он купается или ходит в туалет, она должна быть рядом с ним. Но Ярука все-таки пленник, и когда другие девушки заметили ее, они сразу же сражаются с ней. Ярука также призывает рыцаря, чтобы дать отпор.
Ярука как-никак лучший пилот, и ей удается уйти. По мере приближения национального дня Лиза с трудом запоминает свою речь. Тем временем повстанцы Старой Империи намерены атаковать в национальный день. Следовательно, Совет Новой Империи приказывает Люксу отправиться в место, где много монстров-повстанцев, и Люкс должен сотрудничать с армией, чтобы уничтожить их осколки. Неожиданно, пока Люкс отправляется на свою миссию в национальный день, рыцарь Лиза теряет контроль, пытаясь атаковать Публикуб. Таким образом, Лиза арестована. В другом месте Люкс добрался до места, где повстанцы прячут монстров, и он встречает шпиона, охраняющего это место, который направляет монстров атаковать Люкса, но он ведет их в засаду новой имперской армии, успешно уничтожив всех монстров. Однако с наступлением ночи рыцари Старой Империи атакуют армию Новой Империи. Оказывается, монстры должны были лишь истощать силу армии, и рыцари являются основной силой восстания. Затем повстанцы направляются в столицу для последней атаки. Люкс немедленно преследует повстанцев на рыцаре, пытаясь их остановить. Как ни странно, повстанцы также берут под свой контроль древние руины, которые являются рыцарем супер-дракона в 1000 раз больше обычного. Сразу Люкс вызывает Бахамута для борьбы с повстанцами. В предыдущих боях повстанцы увидели слабость Бахамута, которым можно управлять только в течение ограниченного времени, поэтому они остаются в обороне и тянут время, пока Бахамут не ослабнет. В следующую секунду генерал повстанцев успешно отрезает Бахамуту руку, но Люкс не растерялся. Затем генерал обнаруживает, что рыцарь, которого только что вез Люкс, не был Бахамутом, а черным рыцарем, похожим на Бахамута. Когда Люкс вызывает настоящего Бахамута, он мгновенно устраняет генерала и мчится в столицу. В это время супер-рыцарь прибыл за пределы столицы, и рыцари Новой Империи полностью подавлены его сверхсилой. Тем временем повстанцы вошли в императорский дворец и пытаются похитить Лизу из тюрьмы. К счастью, Люкс прибывает вовремя, чтобы спасти ее. Увидев опечаленную Лизу, Люкс больше не колеблется, предлагая стать рыцарем Лизы и защищать ее навсегда. В то же время ученики Академии уже вступили в жестокую схватку с супер-рыцарем, а Люкс и Лиза спешат присоединиться к ним. Супер-рыцарь уже очень силен, но у Хейса есть еще один могущественный рыцарь, на котором она ездит и уничтожает целую улицу одним мечом. Хотя Хейс очень сильно, Лизе придется сражаться с ней в одиночку, потому что у Люкса есть дела поважнее. Мы видим, как он прыгает на супер-рыцаря, пытаясь найти вход в него. Тем временем появляется Ярука, и теперь она противник Люкса. Во время боя Ярука не решается начинать атаку, но у Люкса есть причина не колебаться, так что в конце концов он побеждает ее и даже умудряется убедить ее присоединиться к Новой Империи. С помощью Яруки Люкс уничтожает ядро супер-рыцаря. Сейчас Люксу нужно только победить Хейсу, чтобы остановить кризис. Хейс победила Лизу ценой потребления большей части ее энергии, поэтому Люкс легко нокаутирует ее и прекращает заговор повстанцев. После битвы празднование национального дня продолжается, и Лиза произносит воодушевляющую речь в роли принцессы с Люксом рядом с ней в роли рыцаря. Выступление имело большой успех, и все благословляют принцессу Новой Империи и принца Старой Империи. Тогда вокруг него собираются девушки из гарема Люкса, заставляя его чувствовать себя одновременно счастливым и застенчивым. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Если да, то подпишитесь и поставьте лайк, чтобы поддержать мой канал.